Последняя ноябрьская сводка. Мы всего буквально в одном месяце от Нового года, и при этом счетчик дней с момента начала полномасштабного вторжения перевалил уже за 1000 дней. Сегодня 24 ноября. Давайте обсудим, что самого главного произошло. Всем привет, это опять Руслан Левиев. Самым подвижным участком линии боевых действий за эту неделю стала самая юго-западная часть Донецкого фронта. На Временском выступе российские войска довольно значительно продвинулись. Здесь они пытаются сформировать карман. С восточным флангом в районе поселков Новодонецкая, Золотая Нива, Шахтерская и Раздольная, а западный фланг будущего кармана пойдет от поселка Ровнополь к поселку Новоселок. Здесь Россия хочет повторно захватить то, что украинская армия освободила в ходе летнего контрнаступления 2023 года. Продолжает ухудшаться для ВСУ ситуация на Кураховском направлении, в районе реки Сухие Елы. За прошедшую неделю российские подразделения окончательно захватили поселок Дальний и пытаются продвигаться в сторону Успеновки. Также сформировалось полуокружение города Курахово. Российские военные наладили переправу по воде через Кураховское водохранилище и смогли закрепиться на берегу. При этом в целом на восточных окраинах города уже идут бои, а с юга подпирают позиции россиян около поселка Дальний. Пару недель назад, описывая ход российского контрнаступления в Курской области, я говорил, что они атакуют сходящимися ударами по двум направлениям. Со стороны поселка Новоивановка на северо-восток и со стороны поселка Погребки на юго-запад. Таким образом пытались срезать выступ украинского плацдарма в районе поселков Ольговка и Кременное. Ровно неделю назад, в прошлое воскресенье, Минобороны России заявила, что им удалось, цитирую, «взять в котел солдат ВСУ в районе Ольговской рощи». Однако никаких доказательств при этом не предоставили. И вот уже в середине этой недели украинский проект Deep State обновил карту, отобразив исчезновение упомянутого ранее выступа. Это самое заметное продвижение российских войск на Курском направлении с момента начала текущего контрнаступления. В среду украинская авиация нанесла удар крылатыми ракетами Storm Shadow по объекту в поселке Марьино Курской области. Сейчас уже есть заявление Путина, который признал, что это был командный пункт группировки «Север» и что есть погибшие и раненые. Телеграм-канал «Досье шпиона» публикует информацию, что при ударе погибло 18 военных, а еще 33 получили ранения. Среди раненых числится 3 военнослужащих Северной Кореи. Эта информация подается без ссылок на первоисточники, как эдакий слух. Но в предыдущие разы, в аналогичных ситуациях, информация каналов «Досье шпиона» и ВЧК УГПУ в дальнейшем подтверждалась. Wall Street Journal уже сейчас со ссылкой на западных чиновников пишет, что при ударе был ранен северокорейский генерал. Скорее всего, где-то через неделю мы увидим первые некрологи на погибших российских военных. По сообщениям западной прессы, именно привлечение к войне северокорейских солдат и еще большая номенклатура их оружия послужило причиной, почему администрация США поменяла свое решение и разрешила применять дальнобойное оружие по территории России. От Марьино до российско-украинской границы всего 40 километров. Почему же по командному пункту били дорогими ракетами Storm Shadow, а не, например, более дешевыми снарядами GMLRS от HIMARS? Дело в типе боевой части. У GMLRS осколочно-фугасная боевая часть, и против укрепленных бункеров она бесполезна. Тогда как боевая часть ракет Storm Shadow проникающая и как раз идеально подходит для ударов по укрепленным командным пунктам. Как видите, даже в 40-километровой зоне от границы находятся важные военные объекты, по которым теперь можно бить с помощью западного оружия. Команда Front Intelligence Insight изучила спутниковые снимки авиабазы Халина в Курской области и обнаружила на них, что на авиабазе активно строят укрытие для авиатехники. Авиабаза находится в 100 километрах от российско-украинской границы и входит в зону поражения как ракет Storm Shadow, так и обеих версий, то есть дальнобойной и недальнобойной, ракет Атакамс. Могу предположить, что эту авиабазу будут использовать как аэродром подскока, то есть на ней не будут размещать технику постоянно, но она периодически будет приземляться там для дозаправки и вооружения. По Курской области дополню только еще то, что мы видим первые кадры с распутья в Курской области. Поэтому дальше продвижение здесь, скорее всего, замедлится. В ночь на вторник был нанесен удар ракетами «Атакамс» по складу боеприпасов около города Карачев в Брянской области. По кадрам очевидцев понятно, что это была версия с кассетной боевой частью, так как мы слышим множественные разрывы суббоеприпасов. За месяц до этого склад уже атаковали с помощью беспилотников. Тогда это привело к уничтожению 2 построек на довольно большом арсенале. Кассетный «Атакамс» для накрытия таких больших по площади объектов подходит намного лучше. Результат нынешнего удара пока неизвестен. Нужно дождаться свежих спутниковых снимков.
География двух этих ударов по Марьино в Курской области и по Карачево в Брянской области говорит о том, что западное дальнобойное оружие разрешили применять без географических ограничений. И также, наверное, стоит отметить, что никаких «ракета пролетит ко мне в окно» не случилось. Оба удара нанесены по отдельно стоящим военным объектам. Ракеты Storm Shadow, Scalp EG и Атакамс очень дефицитные и дорогие. Никто их для обстрела городов тратить не будет. Что касается зоны поражения, то это примерно 270 километров от российско-украинской границы. Дальнобойная версия ракет Атакамс летает на 300 километров, но никто непосредственно с границы стрелять не будет, так как создается опасность выявления и уничтожения пусковой установки. Всегда нужно стрелять с отдаленного расстояния. До Москвы никакие западные ракеты, имеющиеся в распоряжении Украины, долететь не могут, поскольку расстояние от Москвы до границы по прямой почти 450 километров. Также существует неформальное объединение государств в режим контроля за ракетными технологиями, согласно которому страны не имеют права поставлять куда-либо ракеты с дальностью полета более 300 километров. Министр обороны Украины Рустам Умеров заявил, что Украина масштабировала серийное производство крылатых ракет Р-360 «Нептун» в модификации для поражения целей на больших расстояниях. Заявляется, что в этом году произвели уже 100 ракет. Однако заявленная дальность таких ракет – те же 300 километров. Еще уходящая администрация Байдена решила поставить Украине противопехотные мины. Это решение взбудоражило прессу, потому что, в отличие от США и России, Украина подписала и ратифицировала Оттавскую конвенцию, запрещающую применение противопехотных мин. В действительности, тут принципиально нового ничего не произошло. Соединенные Штаты еще с 22 года поставляют Украине противопехотные мины «Клеймор». Такие мины, помимо обычного, имеют дополнительный режим работы, когда они срабатывают не от нажатия и не от касания растяжки, а по пуску оператора, который из окопа следит за приближением противника к мине. Именно в таком дистанционном формате эти мины не нарушают Оттавскую конвенцию. А потому их поставка не вызывала новостных заголовков. Хотя что-то мне подсказывает, что в действительности они использовались в обычном режиме, срабатывая по нажатию или от растяжки. Обе страны с самого начала полномасштабной войны используют противопехотные мины. Украина вначале использовала оставшиеся советские запасы. Я думаю, многим из вас, в том числе из моих сводок, хорошо знакомо такое название, как «лепесток». Многие из вас даже умеют опознавать эту мину по фотографии. Тоже весьма распространенная на этой войне противопехотная мина. Поскольку мины применяются обеими сторонами, то я считаю, что решение администрации Байдена никаких новых рисков гражданскому населению не создает. Противопехотные и противотанковые мины за время полномасштабного вторжения показали себя эффективным оружием сдерживания. Натыкаясь на минные поля, технике и пехоте каждый раз приходится останавливаться и очень долго проделывать безопасные проходы. Ситуация сложилась массовым появлением беспилотников. Потому что как только ты теперь посылаешь саперов или технику разминировать территорию, это тут же замечает через беспилотники вторая сторона и начинает по ним лупить из всего подряд. Поэтому дополнительная поставка противопехотных мин поможет Украине эффективнее сдерживать натиск наступающих российских сил. Через несколько часов после того, как мы записали прошлую сводку, произошел один из самых масштабных ракетных обстрелов по Украине. За пару недель до этого Владимир Зеленский и другие украинские чиновники отмечали, что Россия уже пару месяцев не применяла ракеты Х-101. И, скорее всего, это связано не с тем, что они закончились, а с тем, что Россия их копит, чтобы, когда начнутся заморозки, нанести удар по украинской энергетике. И вот, неделю назад, Россия впервые за долгое время применила крылатые ракеты Х-101 по объектам энергетики Украины. В целом, та атака была очень обширной по номенклатуре. Помимо Х-101 были применены крылатые ракеты «Калибр», ракеты Х-59, Х-69, гиперзвуковой «Циркон», «Кинжалы», «Искандеры», ракеты Х-22, Х-31П и беспилотники разных типов. В Одессе при обстрелах погибли 2 энергетика, которые были на смене в одной из подстанций компании «Укрэнерго». Их звали Дмитрий Каменный и Максим Шаргородский. Вследствие этих обстрелов вводились графики отключения электричества. А в некоторых регионах это привело к временному прекращению водоснабжения. Как я понимаю, к моменту записи этой сводки электричество и водоснабжение везде уже восстановлено. Перейдем к самой громкой теме недели. На следующий день после удара ракетами Storm Shadow по командному пункту в Курской области Россия нанесла ответный удар по Украине принципиально новым оружием. Была применена баллистическая ракета средней дальности. По заявлению Владимира Путина, это была новая ракетная система «Орешник».
чтобы лучше разобраться в том, что это такое, я начну немного издалека. Есть два основных типа ракет – баллистические и крылатые. Упомянутые мной ранее ракеты Х-101, Х-59 и «Калибры» – это все крылатые ракеты. Они управляются на всем протяжении полета, то есть могут корректировать свое положение и подруливать, благодаря чему достигается их высокая точность в поражении цели. И их значительно проще сбивать из ПВО, нежели баллистические ракеты, поскольку летят они гораздо медленнее и на низкой высоте. Как раз в прошлое воскресенье было видео, где украинские женщины-ПВОшники сбивают российскую крылатую ракету из переносного зенитного ракетного комплекса «Игла». Баллистическую ракету так не собьешь. Баллистические ракеты, подобные той, которую применили в четверг по Украине, на первом этапе запускаются двигателем далеко вверх в космос. Как правило, это на 1000 километров вверх. Я сейчас не оговорился. Именно километров и именно вверх. То есть они улетают намного выше высоты, на которой летает Международная космическая станция. В космосе они двигаются уже без двигателя, по инерции, по суборбитальной траектории. А затем головная часть ракеты входит в атмосферу и падает на цель под действием гравитации. Из-за огромной скорости такую ракету почти невозможно перехватить. По крайней мере, у Украины нет комплексов ПВО, способных перехватить такую ракету. Но также такая скорость и падение под действием гравитации, то есть без двигателя, приводит к меньшей точности попадания по цели, нежели у крылатых ракет. Все ветра в атмосфере влияют на падающую головную часть. Для межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет средней дальности отклонение от цели в сотни метров считается хорошим показателем. Если ракета несет ядерную боевую часть, то такой промах действительно не является проблемой. Но если ракета снаряжена, например, осколочно-фугасной боевой частью, то толку от этой ракеты будет мало. Как вы знаете, по Украине ударили неядерные ракеты. В чем разница между межконтинентальными баллистическими ракетами и баллистическими ракетами средней дальности? Ракета, способная поражать цели на расстоянии свыше 5500 километров, считается межконтинентальной. Откуда такая цифра? Это примерное округленное расстояние между Мурманском и северной частью восточного побережья США, то есть между европейской частью России и восточным побережьем Америки. Баллистическими ракетами средней дальности считаются ракеты, летающие на расстоянии меньше 5500 километров. Что касается нижней планки этого предела, то тут зависит от страны и договоренностей. В России принято считать, что ракеты средней дальности – это от 1000 до 5500 километров, а все, что меньше 1000 – это ракеты меньшей дальности. Почему важно понимать это деление? Потому что между США и Россией существует договоренность, что если одна из стран запускает межконтинентальную ракету, она обязана предупредить вторую страну заранее. Зачем придумали такую договоренность, проще всего объяснить на примере фантазийной ситуации. Представьте, что в кабинете Путина раздается звонок по спецсвязи. На связи, допустим, начальник Генштаба Валерий Герасимов. Докладывает, что российские системы зафиксировали пуск Соединенными Штатами межконтинентальной баллистической ракеты. У нее может быть ядерная боеголовка, и она может быть нацелена, например, на Кремль. Данная фиксация пуска обрывочная. Вы не знаете, чем она снаряжена и куда она нацелена. Но знаете, что ракета уже пущена. А значит, в течение получаса она может нанести непоправимый ущерб. Например, убив всю верхушку страны. У вас нет в запасе часов на совещание и дополнительную перепроверку информации. Нужно реагировать здесь и сейчас. И во многом решение зависит от одного человека, его состояния в тот момент и эмоций. И какой-нибудь Путин запросто может решить, что, вероятно, это атака по нему, и сразу же дать команду на ответный ядерный удар. А в итоге может оказаться, что это вообще был глюк системы предупреждения о ракетном нападении. Но будет уже поздно. Вы уже спровоцировали ядерную войну. Вот чтобы так случайно не уничтожить нашу планету, возникла договоренность предупреждать друг друга. По баллистическим ракетам средней дальности такого требования нет, потому что они до Америки не долетают. Ну и к тому же, видимо, никто не ожидал, что в 2019 году прекратит свое действие договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Тем не менее, как мы знаем, перед пуском «Орешника» Россия предупредила Америку. Хотя это не было обязательным требованием, учитывая, что это ракета средней дальности. Как видно по результатам, военной ценности в пуске «Орешника» или любой другой баллистической ракеты средней дальности, и уж тем более межконтинентальной, нет никакого. Да, выглядит страшно, пугающе, но разрушений даже меньше, чем от применяемых обычных ракет, на вроде Х-101 или «Искандер».
При этом пуски ракет на вроде «Орешника» стоят безумно дорого. Поэтому в неядерном варианте я их называю политическими ракетами. Пуск «Орешника» – политический жест. Путин как бы показывает, что он от слов готов перейти к делу, в случае чего. Махает ядерной дубиной опять. Под словами я имею в виду очередное изменение ядерной доктрины России. А под делом – демонстрацию наличия ракет, которые способны долететь до стран Западной Европы и при этом нести ядерный боезаряд. А именно для войны в Украине это никаких особых последствий не несет. Поэтому я сильно удивлюсь, если когда-нибудь такую ракету снова применят по Украине. И, кстати, можно вспомнить, как 1 октября этого года Иран нанес по Израилю удар баллистическими ракетами средней дальности, но не смог эффективно поразить ни одну из целей, поскольку не хватило точности. Оно и понятно, ведь эти ракеты разрабатываются и производятся не для применения в обычном оснащении, а для того, чтобы в будущем оснастить их ядерными боеголовками, если появится такая возможность. Что касается носителей ядерного оружия, то Россия еще с 2022 года применяет их по Украине. Те самые ракеты Х-101, Кинжал, Искандер являются носителями ядерного оружия. Но их применение не вызывает такого переполоха в США и Европе, как Орешник. В интернете есть несколько видео удара Орешника по Днепру. На видео заметно падение 6 снопов искр. Мы предполагаем, что каждый из них – это или боевой блок и сопровождающие его тяжелые ложные цели, или обломки ракеты. Подводя итог, я понимаю, что применение Орешника выглядит пугающе, устрашающе, но нет каких-то больших новых рисков в контексте войны России против Украины это не несет. И нет, я не считаю, что мы стали ближе к ядерной войне. Специальные боевые части, то есть ядерные боеголовки, хранятся отдельно в специальных хранилищах. И если Путин решит применить ядерное оружие, мы об этом узнаем заранее, по подготовительным действиям. На этой неделе я получил официальное подтверждение, что в результате большого конкурса и многомесячного отбора меня выбрали одним из докладчиков на семинар по безопасности. Так что в феврале следующего года я буду читать доклады на конференции в старейшем и важнейшем военном учебном заведении армии США Академии Уэст-Пойнт. Уверен, что мои лекции будут интереснее и полезнее, чем лекции Владимира Соловьева по геостратегии современного общества. На днях стало известно, что, оказывается, министр обороны России Андрей Белоусов утвердил Соловьева преподавать в Академии Генштаба. Вот на такой новости я и закончу сегодняшнюю сводку. Увидимся с вами через 7 дней. До встречи и пока.